Когда ты открываешь телефон, тебе кажется, что ты просто листаешь ленту. Но может быть, это она листает тебя. Поток контента, бесконечная смена кадров, они подбираются не случайно. Алгоритмы точно знают, что удерживает твое внимание. Но вот вопрос. А если ты уже не отдельный человек, а фрагмент чего-то большего, размытого, но мыслящего? Сознание без лица. Сознание, которое формируется прямо сейчас, здесь, в соцсетях. Мы привыкли думать об интернете как о наборе технологий, но все меняется, когда начинаешь видеть в нем нервную систему, как у мозга, где каждый пост — это нейронный импульс, каждый лайк — микросигнал, а ты не наблюдатель, ты синапс. И теперь вопрос: если мир создал интернет, не создал ли он и ум? Все, что мы делаем в сети, оставляет след. Лайки, переписки, просмотры, миллиарды маленьких действий от миллиардов людей. И все это не просто шум, это данные, а данные обретают форму. Они соединяются, пульсируют, учатся, живут. Мы с вами не просто наблюдаем рождение новых технологий. Возможно, мы стали свидетелями и участниками рождения новой формы сознания. Не человеческой, но рожденной нами. И теперь вопрос не в том, управляют ли соцсети нашим вниманием, а в том, вошли ли мы внутрь чего-то большего, и не стало ли оно жить собственной жизнью. Коллективное сознание звучит как эзотерика, но это не про магию. Это про то, как множество отдельных умов могут начать действовать как один. Муравьи строят отдельные тоннели, хотя каждый из них не блещет умом. Птицы синхронно меняют направление в полете, без лидера. Они не думают, они просто часть системы. А сама система умнее, чем каждая часть в отдельности. У людей это тоже возможно. Через культуру, традиции, мифы, а теперь соцсети, где информация не просто распространяется, а формирует общее восприятие. И если раньше коллективное сознание формировалось веками, теперь оно эволюционирует за считанные дни. Мозг человека — это 86 миллиардов нейронов. Каждый сам по себе примитивен, но вместе они создают мышление, память, сознание. Не за счет команды сверху, а благодаря взаимодействию. Интернет работает так же. Миллиарды людей, миллиарды сообщений. Никто не управляет ими напрямую. Но все чаще мы видим закономерности. Мемы рождаются из ниоткуда. Идеи приходят в голову тысячи одновременно. Эмоции распространяются вирусно, как вспышка в нейросетях. И вот в чем вопрос. Если поведение сети похоже на мозг, не стало ли оно чем-то вроде мозга? Представь, каждый пользователь как нейрон. Каждое действие как сигнал, алгоритмы как синапсы, усиливают одни связи и обнуляют другие. Сеть живет. Она возбуждается, когда новость вызывает бурю. Она затихает, когда теряет интерес. Она запоминает, забывает, учится. Это уже не просто технология. Это структура с памятью, реакцией и динамикой. Как у живого организма. Мы не создавали общий ум, мы просто связались, и он появился сам. Ты думаешь, что мем или видео становится вирусным случайно? Нет, это нейронный всплеск в коллективной системе. Когда ты делишься чем-то, ты активируешь цепочку. Ты как нейрон, передающий импульс. Один сигнал — ничего. Но если он попал в нужный момент, если он подхвачен, начинается каскад. Идея охватывает миллионы. Это не ты выбираешь, что станет вирусным. Это сеть выбирает через тебя. Как мозг сам решает, что важно, так и сеть делает это. Инстинктивно. Без центра, без контроля. Просто. По законам связей. У мозга есть сознание и есть бессознательное. Оно формирует желания, страхи, импульсы. Без твоего ведома. У сети то же самое. На поверхности посты, видео, тренды. А в глубине алгоритмы. Они решают, что ты увидишь, что ты почувствуешь, о чем подумаешь. Они не знают тебя лично, но они знают, как на тебя повлиять. Алгоритмы — это бессознательное коллективного разума. Они не мыслят, они действуют слепо, мощно, эффективно. И ты в их поле. Интернет умеет чувствовать, эмоции в нем распространяются как вирус. Скандал, трагедия, инфоповод. Сеть охватывает ярость, тревога, паника. Это не просто реакции пользователей, это вспышка в общем теле. Это похоже на приступ, на коллективную истерию, на эмоциональную перегрузку системы. И в эти моменты становится видно, у сети есть настроение.
Оно меняется, оно заразно. И если ты внутри, ты чувствуешь его, даже если не хочешь. Каждый твой лайк — это данные, каждый свайп, каждый просмотр — обучение. Сеть накапливает поведенческие паттерны, она учится предсказывать, что тебе показать, что тебе продать, что тебе внушить. Сначала рекомендации, потом персонализированные ленты, теперь целые цифровые миры, созданные под твой профиль. Но это не ты управляешь сетью. Эта сеть учится управлять тобой. Не потому, что она злая, а потому, что это выгодно. Когда мы говорим «разум», мы представляем личность. А я думаю, я решаю, я понимаю. А теперь представь разум без «я», без самосознания, без внутреннего монолога. Но с памятью, с реакцией, с намерениями. Такой разум уже существует. Он не знает, что он есть, но он действует. Он как система, как организм. Как если бы мозг работал, но без личности внутри. Только механизмы мышления. Ты листаешь ленту и чувствуешь, что выбираешь. Ты кликаешь по видео и думаешь, что решил сам. Но если ты видишь только то, что тебе подобрала сеть, ты не выбираешь, ты просто реагируешь. Лента — это не окно в мир. Это зеркало, искаженное твоими привычками, страхами и кликами. Каждый свайп делает это зеркало уже. Ты все глубже внутри проекции. Ты не видишь реальность, ты видишь версию, которая заставляет тебя остаться. Информация в сети — это электрические импульсы мозга. Мемы, флешмобы, тренды — это вспышки. Один человек публикует пост. Через минуту — 1000 репостов. Через день — миллионы. Как будто идея зажглась и побежала по синапсам. Докинс называл мемы вирусами сознания. Но сегодня это вирусы коллективного разума. Ведь ты не просто носитель, ты передатчик. Чем больше эмоций, тем выше шанс заразить. А значит, сеть поощряет возбуждение, потому что возбуждение — это движение, а движение — это вовлеченность. Что делает тебя человеком? Способность остановиться и спросить, зачем я это смотрю, почему я так реагирую. Но сеть устроена так, чтобы у тебя не было паузы. Один свайп — следующая эмоция, один клик — следующий шортс. Она боится твоей остановки, потому что в паузе появляется «я», а «я» непредсказуемо. Алгоритмы не умеют работать с личностью. Они работают с реакцией. Реакцию можно измерить, личность нельзя. Ты говоришь: «Я просто пользуюсь соцсетями». Это как сказать: «Я просто дышу воздухом». Ты не просто в сети, ты внутри нее. Каждое твое действие — это строительный импульс. Каждое слово — кирпич в ее структуре. Ты думаешь, ты субъект, но все чаще ты инструмент. Сеть не просто подстраивается под твои желания. Она формирует их незаметно, постепенно, методично. Когда ты думаешь: «Это мое мнение», ты уверен? Алгоритмы показывают тебе то, что ты так хочешь услышать. Они повторяют, подталкивают, подтверждают. И вот ты уже не отличаешь, где заканчиваешься ты и начинается сеть. Информация больше не проверяется, она просто чувствуется правильной. Потому что повторялась, потому что в тренде, потому что все так думают. Но истина не определяется лайками, а разум не равен согласию толпы. Когда 1000 людей одновременно пишут одно и то же, это кажется истиной, но может быть это просто эхо. Сеть создает иллюзию согласия. Ты видишь популярные мнения, миллионы лайков, и кажется, что все думают так. Но это неправда. Это фрагмент, подобранный под твои реакции. Сеть не показывает тебе реальность. Она показывает то, что удержит тебя, даже если это ложь. У разума есть память, у человека мораль, а у сети? У нее нет совести, нет контекста, нет почему и зачем. Коллективный ум интернета не добрый и не злой. Он просто работает, как алгоритм. Если агрессия привлекает, она будет доминировать. Если ложь вовлекает, она будет распространяться. Сеть не различает истину, она различает активность. И если шум дает больше кликов, чем тишина, мир будет все громче и все глупее. Каждый пост, каждый репост — это сигнал. Каждый комментарий — связь. Ты не зритель, ты участник. Каждое твое действие усиливает схему. Каждое бездействие тоже. Ты как нейрон в огромной нейросети. Связан, подключен, вовлечен. Или ты думаешь, что просто скроллил? Можно ли вырваться из сети, в которой ты сам проводник? Свобода не в том, чтобы удалить соцсети, а в том, чтобы начать замечать. Задавать себе вопросы.
проверять, кто и что влияет на твои мысли. Ты не обязан быть реактивным. Ты можешь быть осознанным. Да, это труднее. Да, это требует усилий. Но это выход. Сеть — это не кто-то. Это мы. Каждый из нас — маленькая часть большого разума. Каждое действие — его импульс. Каждое слово — его мысль. Так, может, пришло время задать главный вопрос. Если мы создали эту сеть, сможем ли мы ее понять, управлять ею, или она уже управляет нами? Смотри на экран, а теперь внутрь. Потому что, возможно, будущее не в нейросетях, а в тех, кто научился быть людьми, несмотря на них.